Так, друзья, сегодня вернемся в производство карбамида и решим такую маленькую, тогда сегодня короткую, чтобы было не сильно скучно, сильно интересно, задачку по химии, но прикладную. Всегда я почему ее взял, потому что эта задачка, скажем так, из регламента, то есть вы все знаете, что у технологов и вообще любое производство, где бы вы ни работали, любое, вот сегодня даже здесь работаете, производстве карбамида, а перейдете на другое, есть какой самый главный документ, без которого производство не может быть, а если вы пришли на производство, вы должны его знать. Какой самый главный документ? Регламент? То есть, абсолютно правильно. Регламент. Поэтому куда придете, если вам что-то дадут, а регламент не дадут, всегда задайте вопрос. А регламент? Потому что это там все, что надо знать на производстве. Все остальные инструкции, там инструкции по охране труда или дополнительные, но все начинается с регламента, это голова, где все записано. Поэтому регламент вы тоже должны знать, и те инструкции, которые у вас есть по рабочим местам, там написаны различные, как работать, что много что взято из регламента по производству. И цифры, которые оттуда, и числа, и взяты все из регламента. И вот основной такой один из разделов есть такой расходные коэффициенты. То есть вот если мы хотим произвести тонну продукции, а эту задачку мы будем говорить о том, что нужно уметь решать начальнику смены, я считаю старшему, а в вашем коллективе уровень и аппаратчику должен это уметь решить, потому что мы в конце скажем, как смена закончилась, а сколько же произвели, непонятно. Произвели продукции карбамида. Так вот, пока я буду писать реакцию, говорить, и одновременно говорить буду. Значит, 2 молекулы аммиака. Значит, нужно произвести карбамид 1 тонну. А сколько для этого надо потратить аммиака? Кто скажет? Реагентов вообще. Кто знает, как рассчитать, или вообще кто знает, сколько мы тратим, чтобы произвести 1 тонну карбамида, сколько затрачивается, ну, например, самого дорогого реагента аммиака. Кто скажет? А как найти? Хорошо. Так вот, в регламенте все эти значения есть. То есть, сколько затрачивается у нас реагентов на тонну продукции, сколько затрачивается пара, и вы ведете процесс, и все эти моменты учитываете. И, например, вы как бы должны знать, оно в голове это всплыть. Но если оно не всплывает, мы сегодня решим маленькую школьную задачку, которая вам позволит знать, как это найти, а потом она подскажет, как запомнить все эти значения, чтобы ориентироваться и вести процесс очень хорошо. А в конце в любом случае рассчитать, если вдруг какие-то приборы не показывают, сколько же вы произвели. Поэтому давайте напишем, как у нас в школе писали, дано. Что нам дано? Что мы хотим знать? Например, мы хотим знать, что мы произвели 1000 килограмм, 1000, не буду красивым методом, сразу буду цифрами, 1000 килограмм карбамида нас дано. Это мы произвели, 1000 килограмм карбамида. А нам нужно найти, сколько мы затратили аммиака. Аммиака сколько килограмм. Ну и заодно давайте уже, еще у нас один реагент есть, СО2, сколько килограмм затратили. Сейчас быстренько мы это сделаем. Значит, о чем нам говорит реакция еще раз? Вот запоминаем одну реакцию все. По реакции. Для чего она нам дана? Она говорит, что 2 молекулы или 2 моль аммиака реагируют с 1 моль СО2 и получается 1 моль карбамида и 1 моль воды. Мы можем найти, значит, нам нужна вот эта пропорция, которая составлена. Пропорция составлена. Она составлена в молекулах, либо в молях. Напоминаю, 1 моль это 6 на 10, условно в 23 степени 23 нуля, количество молекул в одной бригаде. То есть это количество бригад. Мы можем найти, сколько моль находится в 1000 килограмм карбамида. Как найти? Разделить на малярную массу. Разделить на малярную массу чего? Карбамида. То есть, чтобы найти количество моль карбамида, если мы килограмм карбамида, делим на малярную массу карбамида, чему она равна? Как найти ее? 60. Все поняли, как находить? Значит, 60. Малярная масса карбамида, карб, равна 60 чего?
Килограмм на киломоль. Килограмм на киломоль. То есть либо грамм на моль, либо килограмм на киломоль. Кило это приставка сколько? 1000, да? Формула карбамида у нас СО. И здесь NH2. NH2, да? Опять суммируем, вспоминаем из таблицы Менделеева. Она вам нужна только для того, чтобы посчитать малярную массу. Вот именно вам. Особо ее там вспоминать, для чего ряды все эти и группы нужны. У углерода сколько? 12. Сколько? 12. 12. У кислорода 16. 16. У азота 14. Уже попадаем. У водорода 1. единичка. Да. Если это все сложить, здесь по 2 водорода, 4 водорода, все сложить, получится 60. Все очень просто. Подглянули в таблицу Менделеева, сделали, а иногда у вас уже все это есть, запомнили 60. То есть особо много для вас, я имею в виду какой-то сложной химии, знать не надо. Таблицу Менделеева подглянули, Google у всех есть. Формулы, как посчитать малярную массу, математически. Так, делим на сколько? На 60, да? Делим, помогай мне, пожалуйста. Так, 16,6. килограмм. Сколько? 16,6. 16. А давай до сотых. 17. Что? 16,66. 16,7. До сотых. До сотых это сколько? 16,660. До сотых. Сотые это сколько? 16,66 сотых. Сколько? 16,66 сотых. Да, а округлить сколько? Третий знак сколько? 6. 67, значит. Значит 67. Правильно? То есть, если пятерочка и выше, округляем выше. То есть 16,67. Так, это наше. Правильно? Так, чего? Какая единица измерения? Киломоль. Киломоль, да, потому что килограммы здесь сократились, киломоли наверх, киломоль. Правильно. Вот, мы нашли, значит, сколько групп молекул в 1000 килограммах карбамида. Сколько групп молекул. А теперь мы можем найти, сколько молекул прореагировало. Как реакции, по реакции считать? Вот запомните на всю жизнь и будете своим детям показывать, либо рассчитывать сами здесь. Составляем обычная пропорция, вот чтобы не думать, вот вообще не думать, чтобы 2 киломоля аммиака. Берем, смотрим реакцию. Вообще больше никуда не смотрим. Аммиака. Из него получается 1 киломоль карбамида, да? Из X киломоль аммиака, пропорцию детскую вспоминаем, получается сколько у нас? 16,67 киломоль карбамида. X чему равен из пропорции, как найти? 16,67 умножить на 2 и поделить на 1. Да. Чему? Сколько будет? Ну да. После калькулятора только. Кто без калькулятора может? 33,34 сотых. Запишем сюда. Хорошо. Это киломоль аммиака, сколько надо для того, чтобы произвести это количество киломоль карбамида, которое равно 1000 килограмм. А теперь надо найти, раз мы знаем количество киломоль, то есть количество молекул аммиака, как найти, сколько же они весят все вместе, сколько массу нам надо. Ну что, в килограммах нам проще. Что надо сделать, чтобы найти массу аммиака? Плотность знать? Плотность это если есть объем. Да? Плотность это сколько у нас весит какая-то единица объема. А чтобы... Здесь что надо знать? Ну, малярную массу. Правильно? Малярную массу. То есть сколько весит молекула. Плотность это сколько весит объем какой-то. Да? Давайте правильно говорить, даже масса объема. Да? Потому что вес может меняться, масса не меняется. То есть масса объема. А чтобы знать, сколько молекула весит или группа молекул, надо знать малярную массу. Малярная масса аммиака NH3, сколько мы уже сказали, N14, водорода 3 на 1, 17 килограмм на киломоль. Это тоже из таблицы Менделеева, но вы уже все уже помните. У вас все ничего не меняется. Азот, кислород, водород. Что значит, если мы знаем, что у нас 1 киломоль
1000 моль аммиака весит 17 килограмм, да? Масса их 17 килограмм. И у нас есть сколько киломоль? Что надо сделать? Множит одно умножение. Так давайте. Кто умножает? Я умножаю. 566,78. 566. Сколько точно еще раз? 78. 566, 78, да? Так? Да. Хорошо. Чего? Какие единицы измерения? Кто угадает? Килограмм. Килограмм. Кило. Почему в час? Мы просто взяли пока. Просто Мы вообще килограмм. пока ничего не. Мы взяли просто. Мы просто рассчитываем на 1 тонну. 1 тонна это 1000 килограмм. Вот мы с вами нашли теоретическое значение, сколько должно быть затрачено чистого аммиака, чистого, чтобы произвести 1000 килограмм чистого карбамида. Чистого, то есть я имею в виду, что там без примеси, да? Вот это значение. Кто скажет, сколько в вашем регламенте сейчас вы затрачиваете? Кто скажет, сколько реально идет? Может ли такое быть, что у вас чисто? 600 где-то даже чуть больше. Сколько? 600, 620. Так, еще версия 600-620. А остальная разница куда идет? То есть версия 600, 620. Ну, пусть 600. Дельта получается сколько? 33 пусть 33 килограмма. Куда эти 33 килограмма деваются? Атмосферу. А? Атмосферу. Так, потери 33 килограмма аммиака на тонну. Еще у кого какая версия? Одна версия. Первая версия. Погрешность измерения. Еще какая версия? Не, мы пока сейчас берем без погрешности. Просто погрешность это отдельно сейчас. Еще какая версия есть? Саныч, подсказывать или подскажи неправильно. Еще какая версия есть? Давайте хотя бы 3 версии и их обсудим. 3 версии. Есть какие-то? Вспомни. Ну, 33 килограмма, вот представьте, 33 килограмма На тонну, да? на тонну, да? 572, наверное. Точно не помню. Точно не помню. Так, есть версия 572, это сколько разница? Дельта какая получается потерь? Ну, вот это хорошая дельта. Какая? 6, думаю. 5, Ну, 6. 5 пускай, да, пускай 5, давайте округлим. Пусть здесь 567, я специально до сотых взял это. Помните. Так, есть такая версия, еще какая версия есть? Ну, я напишу от себя версию 578. Это дельта сколько? 11. Ну, 11. Отлично. 11. Так, давайте порассуждаем. Какая из них более реальная версия? Вот из этих трех. Третья. Так, ну давайте так. Я вам скажу так, что все 3 версии реальны. Все 3 версии реальны. Просто одна из них правильная для вашего производства, остальные реально существуют. Есть производство, то есть вот это мы рассчитали реальную теоретическую, еще раз говорю, чистого аммиака, чистого, на чистый карбамид. Мы сейчас обсудим, почему я именно говорю чистый. Значит, реальная версия для вашего производства на сегодня вот такая. Вот эта версия, которая была, это производство с этого начинало работать, проектное когда-то. И из-за каких-то разных, не каких-то, а специальных энергоэффективных мероприятий получилось снизить расходный коэффициент по аммиаку с 578 на 572, то есть на 6 килограмм. Сейчас это вот такая версия. Но скажу так, что есть реальные производства старых еще технологий, но там принцип не только потому, что это старые технологии какие-то еще, не то что прошлого века, потому что эта технология, вы работаете тоже прошлого века, а потому что есть подходы к организации данной технологии неудовлетворительные, потому что не хочется инжиниринг соответствующий проводить. Вот этот коэффициент тоже есть такой реальный, и 600, и даже есть 620 есть, но это совсем уже я уже не беру. Реально где-то на совсем уже с таких технологиях, где еще ими занимаются, нет, это 580, 585 до 590 даже такой доходит. Ну так 580, 585 это тоже, это не хорошие технологии, назовем так.
либо ими не занимается, этими агрегатами. Понятно. Но, и вот интересно, кто уже будет дальше работать технологом, будет проверять баланс. Если где-то вы увидите, что взяли в балансе, написано, у вас балансы все есть, тоже требуем, чтобы получили, написано, что 566,78 подали, а получилось больше чистого карбамида, чистого именно, то это значит, можно баланс отложить и посчитать, что эта фирма непрофессионально работает и не умеет составлять баланс. А теперь вопрос к реальности немножко вернемся. Для чего это надо уметь? Не только для того, чтобы детям объяснить химию, простую задачку, это простая задачка, а для того, чтобы вы могли посчитать в конце, иногда бывает начальнику смены, задачи мы требуем, посчитать выработку, сколько выработали за смену и записать правильно. Если, опять же, не отработал контроллер, не просчитал, как же это сделать? Чтобы выработку, если вы количество аммиака, углекислого газа идет, вы можете это приблизительно просчитать, а вот конечный итог этого значения выработки контроллер не смог посчитать, потому что приборы по плаву, по другим, они не отработали, например. Что нужно сделать, если вы можете рассчитать количество аммиака, которое за смену пришло? И мы говорим, начальник смены, просчитай и дай нормальное значение напиши, а не так, что там не знаю, вот как иногда слышу, не знаю. Поэтому эта тема именно как раз для этого. Чтобы надо написать. Написать, и она будет приблизительно похожа. Что надо сделать? Уже все знания, какие надо, сейчас я дал. Что нужно сделать? Если у вас есть количество аммиака, потраченное за смену, вы знаете реальный расходный коэффициент. Какой у вас сейчас по регламенту? 572. Да, 572. Что нужно сделать, чтобы найти, если вы потратили такое-то количество аммиака? Разделить только в тоннах. Что на что поделить? Ну, что, слышал, подсказали поделить, что на что? У вас есть количество аммиака, которое вы потратили за смену. И есть расходный коэффициент, который на тонну продукции считается уходит. Сколько мы выработали продукции, что на что надо поделить? На 33 тысячи. Нет, это вообще можно забыть. Это я вам подсказал, как это, чтобы запомнить хотя бы вот этот коэффициент. 172. То есть общее количество аммиака, да, то есть весь потраченный аммиак в килограммах поделить на 572 килограммов. И вы получите что? Карбамид в килограммах. Понятно? А как запомнить 572 легко? Если вы возьмете это, просчитаете теоретически минимальный, то есть он не 300, не 200, потому что он 567, все, вот меньше не может быть. 567. А тут надо понимать, что потери какие-то, условные расчеты с условными нечистым карбамидом, потому что аммиак у нас тоже, у нас условно, сколько? Частота 99,6, пускай 99,8, да? Остальное есть влага. Если мы еще это добавим, карбамид, что у нас входит в карбамид, если берем? Это чистые 1000 килограмм, да? Что у нас входит еще в карбамид? Карбамид, да? Вот если мы берем готовый продукт, карбамид, готовый продукт. То есть у него еще что? Влага, да? По методу Фишера, пусть 0,4. Что еще, допустим, если мы добавляем антислеживатели, КФС. Да, КФК мы добавляем, но рассчитываем, что формальдегид, HCOH, да, сколько? Пусть 0,1, по минимуму берем, 0,1, 0,15, 0,18, 0,2 вообще это жирно живем. Следующее, что еще? Биурет, какой? Пусть, сколько у нас норма биурета, сколько допускается? До 1%. Если правильно, вообще до 1,4, но хотят понизить, напишем даже 1. То есть у нас вот эти еще примеси 1,5% и 98,5. Но на этот биурет тоже этот аммиак тратится. Поэтому если пересчитать, можно понять, почему еще вот эти 5 килограмм, куда они. Это потери в атмосферу, это условные расчеты количества воды, которая здесь приходит с аммиаком. Поэтому этот баланс это отдельно. Я сейчас не буду на этом останавливаться, отдельная тема. И это уже шире, кто будет идти дальше на следующую ступеньку переходить. Смысл того, что надо понимать, как рассчитать
выработку, потому что иногда вы на смене, ночная смена, как рассчитать выработку, нужно понимать. Ну, а для интереса домашнее задание будет, как найти СО2. Или сейчас найдем, кто-то быстро найдет, может сказать, вот сразу, чтобы в одну формулу записать. Как найти, сколько минимум тратится СО2, а я скажу, тогда подскажу, сколько у вас реальный коэффициент здесь, который вы потом тоже узнаете. Кто-то мне в одну формулу скажет, как найти, сколько СО2 затрачивается. Зная вот это все, записать быстренько, только быстро. Можем найти? Или кто-то сейчас просчитает, просто скажет ответ, я скажу правильно. Так же самое, пока не ставим. Да, да, все точно так же. Малярную массу СО2 сначала. Столько же моль, сколько и карбамида. Столько же моль, сколько и карбамида, правильно? Массу СО2 дают. 30. То есть у нас здесь будет не на 2 умножить, потому что пропорция будет 1 к 1, да? То есть будет 1 СО2 к 1 моль карбамида, X СО2, так? И получается, что количество моль СО2, которое надо затратить, равно количеству моль карбамида, правильно? И мы умножаем уже не на количество моль 33, 34, а 16, 67, а на что умножаем? На малярную массу СО2. Сколько она равна? Сколько? 44. Абсолютно правильно. И тогда мы здесь пишем 16, 67 на 44. Сколько? 733,48. Да, 733, 48. Чего? Килограмм. То есть это здесь килограмм на тонну карбамида и здесь. То есть вот это минимальный коэффициент, реальный, который по вашему регламенту, это 750, а был 770. То есть меньше не может быть, это надо понять. Ну и для закрепления, чтобы вы понимали, у нас вырабатывается вода. Сколько ее вырабатывается на тонну карбамида? На тонну чистого карбамида сколько вырабатывается воды? Можем сейчас найти, кто может сейчас на листике быстренько прочитать и сказать, сколько вырабатывается. И вот эти значения обычно должны, если вы работаете технологом на этом производстве, то вы должны держать в голове. 567, 733 теоретически, чуть больше потери. А сколько же воды сливается? Может быть, десорбция может работать, не надо очищать, там вообще воды не будет. Или сколько минимум воды, к чему стремиться. Или может сильно много воды выдаем на тонну продукции. Значит, это аммиак, это СО2 выходит, да? Мы нашли килограмм СО2 на 1 тонну карбамида, будем считать, да? Пошло на до. А вот вода теперь, сколько вырабатывается? Это у нас все потребляется, СО2 потребляется, аммиак у нас потребляется минус, а вода вырабатывается, да? Сколько мы обязаны сливать? 16,7 умножить на 18 предлагаю. О, отличное решение. Джекпот. Все, джекпот наш, приз. Так, и сколько? 34,67. Сирена? Да. Сколько? Это наш приз. 34,67. Я думаю, что-то другое. А, фу ты. Я думаю, да, где-то Я так, уже тебя поставил. 306 килограмм. То есть на тонну карбамида, 300,6. на тонну карбамида почти 300 килограмм должно вырабатываться. Это тревога Да. Нет. воздушная или нет? Да. Да? Не, похоже просто. Да, похоже, да. Так, коллеги, тогда, значит, заканчиваем, да, и сооружение защиты. Спасибо. Вот мы как раз успели под тревогу закончить. Спасибо, Николай. Так, все, всего хорошего.